Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 200 интересных фактов почти обо всем на свете. Из этого видео вы узнаете следующее. Почему фрукты Джонни Эпплсида не были предназначены для еды? Почему большинство диснеевских персонажей носят перчатки? Как французский поцелуй называют сами французы? Почему король Георг I сделал голубиный помет собственностью британской короны? Каким вкусом обладает игристое вино 170-летней выдержки? Кто украл глаза и мозг Эйнштейна и что с ними сделал потом? Почему в большинстве магазинов Кореи не продают дезодоранты для тела? Зачем в Англии до середины XIX века мужья продавали своих жен? Какой ценой Джордж Буш избежал пленения японскими солдатами во время Второй мировой войны? Могут ли семена 2000-летней давности прорасти? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Большинство из нас стараются не отставать от быстрого ритма жизни большого города. Но в те редкие моменты, когда мы на секунду останавливаемся, мы понимаем, насколько мир потрясающее место. Ведь вся наша планета переполнена явлениями и событиями, словом информацией, которая продолжает удивлять нас изо дня в день. Если вы чувствуете острую нехватку новых знаний, скорее ознакомьтесь со списком из 200 фактов буквально обо всем в этом мире. Уверены, вы обязательно откроете для себя что-то новое. 1. Когда-то в Макдональдс готовили брокколи со вкусом жевательной резинки. Скорее всего, этот факт уже заставил ваши вкусовые рецепторы лезть на стенку. Неудивительно, что попытку заставить детей есть более здоровую пищу не оценили те, кто тестировал новые блюда, их смутил странный вкус. 2. Некоторые грибы создают зомби, а затем контролируют их разум. Тропический гриб Опhiocardisceps может изменять поведение своего хозяина-муравья. Когда гриб попадает в организм муравья, через 2-3 недели он заставляет насекомое покинуть колонию, забраться на растение на высоту около 30 сантиметров и впиться челюстями в жилку, чтобы закрепиться на месте. После смерти муравья гриб прорастает сквозь все его тело, а из головы насекомого вырастает красно-коричневое плодовое тело гриба. 3. Первые апельсины не были оранжевыми. Первые апельсины родом из Юго-Восточной Азии. Цитрусовые были гибридом мандарина и помело и имели зеленый цвет. В более теплых регионах, таких как Вьетнам и Таиланд, апельсины все еще остаются зелеными в течение всего периода созревания. 4. Есть только одна буква, которой нет ни в одном названии штата США. Может, вы даже угадаете, какая. Вы найдете Z в Аризоне, J в Нью-Джерси, а X сразу в 2 штатах Нью-Мексико и Техасе. Но ни в одном из 50 названий не встречается буквы Q. 5. Гибрида коровы, как правило быка, и бизона называют бифало. Вы даже можете купить мясо животного, как минимум в 21 штате США. 6. Фрукты Джонни Эпплсида не были предназначены для еды. Фольклорный персонаж имеет прототипа в лице Джонатана Чепмена человека, который посадил на территории США 1000 яблонь. Но плоды деревьев были более горькими, чем те, которые мы можем найти сегодня на прилавках супермаркетов. На самом деле Джонни Эпплсид и не ждал, что его яблоки будут есть скорее, он был уверен, что их используют для приготовления сидра. 7.
В Шотландии есть 421 слово для обозначения снега. Да, ваши уши вас не обманули, ровно 421. Например, снисл означает, что дождь или снег только-только начинаются, фифл используется для обозначения снежного вихря, а флингдринкин для небольшого легкого снега. 8. Samsung тестирует смартфоны на прочность с помощью робота в форме ягодиц. И это неспроста. Ведь большинство из нас носят свои телефоны в задних карманах брюк, поэтому Samsung сделали робота в форме ягодиц, он даже одет в джинсы, который сидит на смартфонах, чтобы убедиться, что они выдерживают давление. 9. Название «Город ветров» не имеет ничего общего с погодой в Чикаго. Чикаго называют городом ветров не потому, что здесь ветрено. На самом деле, это 12-й по ветру город Америки. Это прозвище было популяризировано после ожесточенной конкуренции между Чикаго и Нью-Йорком за проведение Всемирной выставки. Такое прозвище для Чикаго было придумано журналистами XIX века, которые считали жителей города болтунами и пустословами. 10. Технически, арахис – это не орех, это бобовые. Согласно справочнику Merriam-Webster, орехом называется сухой фрукт или семя в твердой оболочке с отделяемой кожурой или скорлупой и внутренним ядром. Согласно этому определению, грецкие орехи, миндаль, кешью и фисташки тоже не орехи, а семена. 11. Броня броненосцев пуленепробиваема. Одного жителя Техаса даже госпитализировали, когда пуля, которую он выстрелил в броненосца, отскочила от животного и попала ему в челюсть. 12. Пожарные используют увлажняющие реагенты, чтобы сделать воду более влажной. Химические вещества уменьшают поверхностное натяжение простой воды, поэтому она легче растекается и лучше впитывается в предметы. Из-за этого ее часто называют мокрой водой. 13. Самое длинное английское слово состоит из 189 819 букв. Естественно, мы решили сэкономить время и не озвучивать его здесь. Посмотреть, как выглядит слово, вы можете, найдя его в поиске. Скажем только, что это полное название гигантского белка титина. Чтобы произнести его вслух, понадобится 3,5 часа. 14. Амок, ранен камок дословно бежать, как одержимый амоком, это признанное с медицинской точки зрения психическое состояние. Эксперты считают, это культуральный синдром, свойственный для жителей Малайзии, Индонезии и Филиппин. Человек, страдающий амоком, как правило, совершает внезапное яростное массовое нападение и только потом начинает об этом думать. 15. Осьминоги откладывают 56 тысяч яиц за один раз. Мать тратит 6 месяцев на защиту яиц, и все это время она голодает. При рождении дети осьминога не больше рисового зернышка. 16. На задних лапах кошек меньше, так сказать, пальцев. Как и у большинства четвероногих млекопитающих, у кошек по 5 пальцев на передних лапах и всего по 4 на задних. Ученые считают, что задние лапы с 4 пальцами помогают животным быстрее бегать. 17. Салфетки Kleenex предназначались для противогазов. Когда во время Первой мировой войны возникла нехватка хлопка, компания Kimberly-Clark разработала тонкий плоский заменитель, который военные использовали в качестве фильтра в противогазах. Война закончилась до того, как ученые усовершенствовали материал, поэтому компания переработала свой продукт, сделав его более гладким и мягким, а потом и вовсе начала продавать салфетки для лица. 18. За один глоток синие киты съедают 500 000 калорий. Эти 457 тысяч калорий более чем в 240 раз превышают энергию, которую животные тратят на то, чтобы заглатывать криль. 19. Крошечный карман на джинсах был разработан для хранения карманных часов. На оригинальных джинсах было всего 4 кармана. Маленький для часов, 2 передних и лишь 1 сзади. 20. Индейки могут краснеть. Когда индейки напуганы или взволнованы,
Например, когда самцы видят интересующую их самку, бледная кожа на их голове и шее становится ярко-красной, синей или белой. Краснеет и кожа над клювом, так называемый гребешок. 21. Большинство диснеевских персонажей носят перчатки, потому что так их легче анимировать. Уолт Дисней, возможно, был первым, кто надел перчатки на своих персонажей, как это было в фильме 1929 года «Оперный дом» с Микки Маусом в главной роли. Но кроме более легкой анимации, есть еще одна причина, по которой Дисней остановился на перчатках. Мы не хотели, чтобы у Микки были мышиные руки, он должен был быть более человечным, рассказал Дисней своему биографу в 1957 году. 22. Человек с самым низким голосом в мире может издавать звуки, которые не слышат люди. Тим Стормс, который дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого низкого голоса, может спеть ноту, которая на 8 октав ниже самой низкой соль на фортепиано, но услышать ее могут только слоны. 23. Современный американский флаг был разработан старшеклассником. В 1958 году за этот школьный проект по истории ученик 10 класса Роберт Хефт получил только 4 с минусом. В его варианте было 50 звезд, хотя на тот момент Аляска и Гавайи еще не были американскими штатами. Хефт решил, что вскоре они получат статус штатов, и показал правительству свою задумку. После того, как президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр позвонил старшекласснику и сообщил, что его проект одобрен, четверка Хефта превратилась в твердую пятерку. 24. У коров нет верхних передних зубов. Вверху ротовой полости коровы находятся только коренные зубы. А там, где по идее должны быть верхние резцы, у коров, овец и коз лишь толстый слой ткани, зубная подушка. Именно к ней прижимаются нижние зубы при срывании травы, срезании стеблей и листьев. 25. Благодаря 3D-печати НАСА может отправлять астронавтам инструменты по электронной почте. Раньше доставка нового оборудования на космическую станцию занимала месяцы или годы, но новая технология позволяет обеспечить астронавтов необходимыми инструментами за считанные часы. 26. Только четверть пустыни Сахара состоит из песка. Большая часть Сахары покрыта гравием. Не стоит также забывать о горах и об оазисах. И, кстати, не путайте, Сахара не самая большая пустыня в мире. Это звание гордо носит Антарктида. 27. Бананы растут вверх ногами. Естественно, они растут из стеблей, но их нижняя часть на самом деле обращена вверх, к небу. По мере своего роста плоды поворачиваются к Солнцу, образуя характерную дугообразную форму. 28. При жизни динозавров на Луне были действующие вулканы. Большинство вулканов, вероятно, остановилось еще 1 миллиард лет назад, но согласно новым данным НАСА, активный поток лавы мог быть еще 100 миллионов лет назад, когда по нашей планете вовсю бродили динозавры. 29. Собаки нюхают приятные запахи левой ноздрёй. Как правило, когда запах новый или сигнализирует об опасности, собаки используют правую ноздрю. Но если они ищут что-то приятное, еду или партнера, они переключаются на левую сторону. 30. Авокадо назвали в честь репродуктивных органов. Коренные жители Мексики и Центральной Америки использовали слово ахуакатль и для обозначения яичек, и для обозначения авокадо. А в США плоды продавались как аллигаторовые груши. Так происходило до тех пор, пока не прижилось нынешнее название. 31. Томас Стернс Элиот носил зеленый макияж. Никто не знает, почему поэт намазал лицо зеленой пудрой. Некоторые предполагают, что таким образом он просто пытался выглядеть интереснее. 32. Слово «физл» — «шипеть» изначально использовалось для разновидности газов «фарт». Согласно английским словарям Oxford Living Dictionaries, в 1400-х годах физл означало бесшумно портить воздух. 33. У человека есть только две части тела, которые никогда не перестают расти. Нос и уши продолжают расти всю нашу жизнь,
даже когда останавливается рост остальных частей нашего тела. 34. Ни одно число перед тысячей не содержит буквы A в английском языке, зато есть множество чисел CI, O, U и Y. 35. Символ решетка официально не называется хэштегом или фунтом. Его техническое название октаторп. Окта означает 8, именно столько концов у символа. А вот мнения насчет того, откуда пришел сорб, расходятся. Одни утверждают, что решетка была названа в честь олимпийца Джима Торпа, другие уверены, что это просто бессмысленный суффикс. 36. У французов есть собственное название для французского поцелуя. В 2014 году во французском словаре Ле Петит Робер появилось новое слово «галочер» со значением «поцелуй с контактом между языками». 37. Название Рождество, Иксмос, придумали греки. В греческом языке слово «Христос» начинается с буквы «Хи», которая выглядит как X в латинском алфавите. 38. Трейлеры к фильмам изначально показывались после киноленты. Они следовали, трейлд, сразу за художественным фильмом, отсюда и название. Первый трейлер появился в 1912 году, он был посвящен бродвейскому шоу. 39. Мерседес изобрел машину, которой можно управлять с помощью джойстика. Джойстик для Mercedes F200 1966 года позволяет контролировать скорость и направление движения автомобиля, заменяя рулевое колесо и педали. В машине даже можно менять водительскую сторону, чтобы человек мог управлять ей с пассажирского сиденья. 40. Правительство США сохраняет каждый публичный твит с 2006 по 2017 годы. Начиная с 2018 года, Библиотека Конгресса решила сохранять твиты только на очень выборочной основе, включая твиты, которые касаются национальных интересов, например, государственной политики. 41. H&M — это не просто набор букв. Магазин одежды назывался Hennes, по-шведски ее, до того как его выкупил Moritz Whitfors, бренд охотничьего и рыболовного снаряжения. Со временем название Hennes & Moritz было сокращено до H&M. 42. У Теодора Рузвельта была домашняя гиена. Ее звали Билл, это был подарок от эфиопского императора. Кроме гиены у 26-го президента США было еще много необычных домашних животных, включая одноногого петуха, барсука, пони и маленького медведя. 43. Полное имя капитана Кен Кранч — Горация Магеллан Кранч. Кен Кранч — это известная линейка кукурузных и овсяных хлопьев в США с мультипликационным талисманом Капитаном Кранчем. В 2013 году Горация подвергся критике за то, что он носит погоны не капитана, а всего лишь командующего ВМФ. 44. В штаб-квартире ЦРУ есть свой Starbucks, но баристы не пишут имена на стаканах. На чеках пишут не Starbucks, а магазин номер 1. Да и посещать кофейню сотрудники должны лишь в сопровождении. 45. Язык жирафов может достигать 50 см в длину, а его темный синевато-черный цвет, вероятно, защищает орган от солнечных ожогов. 46. Лишь в одной столице штата США нет Макдональдс. В Монтпильере, штат Вермонт, нет ни одного ресторана быстрого питания этой сети. Кроме того, это самая малонаселенная из всех столиц американских штатов. В Монтпильере живут всего 7500 человек. 47. Когда в Европе только появились помидоры, европейцы боялись их есть. Ученые считают, что Эрнан Кортес привез семена в 1519 году с намерением использовать их в декоративных целях, а именно украшать сады. К 1700 годам аристократы потихоньку начали есть помидоры, но они были уверены, что фрукты – это яд, от которого умирали люди. На самом же деле кислотность помидоров приводила к выделению свинца в оловянных тарелках. Так что по сути люди погибали от отравления токсичным элементом, а не красными плодами. 48. Люди не единственные живые существа, которые видят сны.
Исследования показали, что крысам снится, как они добираются до еды или бегают по лабиринтам. Большинство млекопитающих проходят фазу быстрого сна, цикла, в котором происходят сновидения, поэтому ученые считают, что все они могут видеть сновидения. 49. Изобретатель микроволновой печи получил за свое открытие всего $2. Перси Спенсер работал исследователем в компании American Appliance Company, ныне Raytheon, когда заметил, что радар, использующий электромагнитные волны, расплавил шоколадный батончик в его кармане. Он загорелся идеей сделать металлический ящик и использовать микроволны для нагрева пищи, но патент подал не он, а его компания. Поэтому Спенсер получил лишь бонус в размере $2 и никаких гонораров. 50. Летом Эйфелева башня может увеличиваться больше, чем на 15 сантиметров. В этом деле нет никакого волшебства, просто железо имеет свойство расширяться при высоких температурах. 51. Глиттер был сделан на ранче. Изобретение рассыпчатых блесток приписывают скотоводу из Нью-Джерси, и, конечно же, это открытие было полной случайностью. Просто Генри Рушман из Бернардсвилля дробил пластик, пытаясь от него избавиться, и таким образом создал глиттер. Произошло это в 1934 году. 52. Чудовище Франкенштейна-вегетарианец. Франкенштейн и его создание – вымышленные персонажи романа Мэри Шелли. В романе чудовище говорит: «Моя пища отличается от человеческой. Я не уничтожу ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы. Желуди и ягоды – вот все, что мне нужно». 53. Одна из основных причин смерти американцев – врачебная ошибка. По данным исследовательской группы Джонса Хопкинса, 250 тысяч смертей в Соединенных Штатах ежегодно происходят из-за ошибок врачей. Это делает врачебную ошибку третьей по распространенности причиной смерти в США. 54. У ленивцев больше шейных позвонков, чем у жирафов. Несмотря на физическую длину шеи животных, у ленивца больше шейных позвонков, чем у длинношеих жирафов. У жирафов, как и у большинства млекопитающих, их 7, а у ленивцев 10. 55. Пчелы могут взлетать на высоту больше Эвереста. По данным National Geographic, пчелы могут летать на высоте более 9 километров над уровнем моря. Это расстояние больше высоты Эвереста – 8848 метров, самой высокой горы в мире. 56. Древние египтяне использовали мертвых мышей, чтобы облегчить зубную боль. Согласно книге Натана Беловски «Странная медицина», шокирующая история реальной медицинской практики, на протяжении веков, если древние египтяне мучились от зубной боли, они клали в рот мертвую мышь. Этих животных также использовали как средство от бородавок во времена Елизаветинской Англии. 57. Раньше краску хранили в мочевом пузыре свиней. Мочевые пузыри свиней вовсю использовались художниками XIX века для хранения краски. Их оборачивали веревкой, а затем прокалывали, чтобы достать краску. Конечно, это было не самым практичным вариантом, сосуды часто ломались. Американский художник Джон Ранд стал в этом плане новатором. Для хранения краски он начал использовать тубы из олова, завернутые с одного края и закручивающиеся колпачком с другого. 58. Однажды человек прыгнул дальше лошади. На чемпионате мира по легкой атлетике 1991 года в Токио Майк Пауэлл установил мировой рекорд, совершив прыжок на 8,95 метра. Годом ранее лошадь Экстра Драй прыгнула в длину на 6,1 метра. 59. Сценарий «Терминатора» был продан за $1. Джеймс Кэмерон, именитый режиссер, который к настоящему моменту подарил миру «Титаник», «Аватар» и «Терминатор», продал сценарий продюсеру Гейл Энн Хёрд за $1 с одним условием, что ему самому разрешат снять фильм. На тот момент Кэмерон был неизвестным канадским режиссером. 60. Голубиный помет – собственность британской короны. В XVIII веке помет голубей использовался для изготовления пороха,
поэтому король Георг I сделал помет собственностью короны. 61. В глазах египетской мумии был найден лук. Когда фараон Рамзес IV был мумифицирован, его глаза заменили двумя маленькими луковицами. Дело в том, что древние египтяне думали, что кольца лука олицетворяют вечную жизнь. Это убеждение вполне совпадает с причиной мумификации – позволить телу фараона жить вечно. 62. Авраам Линкольн был барменом. А вы знали, что 16-й президент США, который боролся за свободу рабов, был лицензированным барменом? Лицензию Линкольна на продажу спиртных напитков нашли в 1930 году и тут же выставили в винном магазине Спрингфилда. Уэйн Темпл, эксперт по биографии Линкольна, рассказал, что в 1863 году Конгресс хотел уволить Улисса Гранта, потому что тот много пил, а Линкольн в ответ лишь послал Гранту партию виски. 63. Бетховен не умел ни умножать, ни делить. Людвиг ван Бетховен, один из величайших композиторов в истории музыки, учился в латинской школе под названием Тироцини. И хотя там он учился математике, музыкант никогда не умножал и не делил, а только складывал числа. Однажды, когда ему нужно было умножить 62 на 50, он 50 раз записал число 62 и все сложил. 64. Япония выпустила KitKat в стиле суши. В 2017 году токийский магазин KitKat Chocolatery приготовил шоколад в виде суши. Конечно же, его вкус не был похож на сырую рыбу. Роллы с тунцом на самом деле были малиновыми, а морские водоросли представляли собой тыквенный пудинг. Роллы с морским ежом были сделаны из дыни Хоккайдо и сыра маскарпоне. Во всех плитках был воздушный рис, белый шоколад и совсем немного васаби. 65. На латыни аквариум означает водопой для крупного рогатого скота, но в наши дни аквариумы, конечно, предназначены не для коров, а для морских обитателей. Первый аквариум, который выглядит так, как мы привыкли, был создан в 1921 году и открыт 3 года спустя в Англии. 66. В 2015 году в космос отправили кофеварку. Саманта Кристофоретти, первая женщина-астронавт из Италии, которая на орбите получила теплую частичку дома – кофе. Кофемашина была разработана в Италии совместно с известным производителем кофе Лаватца и доставлена на МКС вместе с продовольствием и оборудованием для научных экспериментов. 67. Сотрудник Pixar случайно удалил эпизод из «Истории игрушек 2» во время продакшена. Сооснователь Pixar Эд Кэтмилл написал в своей книге «Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей», что всего за год до выхода фильма кто-то ввел команду /bin/rm-r-f звездочка на диске, где были сохранены файлы, и сцены начали удаляться. На воссоздание того, что было удалено, потребовался бы год, но, к счастью, у другой сотрудницы дома была резервная копия всего фильма. 68. Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн основали Apple Inc. в День дурака 1 апреля. 3 технологических новатора подписали документы об образовании Apple Computer Company 1 апреля 1976 года. Но компания не была полностью зарегистрирована до 3 января 1977 года. 30 лет спустя ее переименовали в Apple Inc., и это не шутка. В 2018 году Apple Inc. стала первой в стране компанией с оборотом в $1 триллион. 69. Изобретатель трехколесного велосипеда лично доставил 2 экземпляра королеве Виктории. Когда в 1881 году королева Виктория была в турне по острову Уайт, ее лошадь и повозка не смогли угнаться за женщиной, которая ехала на трехколесном велосипеде. Королева заставила слуг остановить женщину, чтобы та смогла продемонстрировать королеве свой транспорт. Заинтригованная открытием, королева заказала сразу 2. Она попросила, чтобы изобретатель Джеймс Старли лично доставил ей велосипеды. И хотя сейчас мы ассоциируем трехколесные велики только с малышами, среди королевской элиты они считались крутым средством передвижения.
Ну а личная доставка от самого производителя определенно была королевским бонусом. 70. Во время сна синапсы нашего мозга, соединения между нейронами, сжимаются. Исследование на мышах, проведенное в 2003 году специалистами Центра Висконсина по изучению сна и сознания при Висконсинском университете, показало, что происходит с мозгом, пока мы спим. После нескольких часов сна Кьяра Черели и Джулио Танони обнаружили, что синапсы мозга уменьшились на 18%. Но волноваться не стоит, мозг сокращается лишь по ночам, и это помогает нашим когнитивным способностям. 71. На создание одной из первых пар кроссовок Nike Боуэрмана вдохновила вафельница. В 1950-х годах Билл Боуэрман был тренером по легкой атлетике, и ему совсем не нравилось, как делали кроссовки. Он первым создал обувь Кортес, но все равно был недоволен, он хотел сделать кроссовки легче, чтобы их можно было носить где угодно. Однажды в 1970 году он завтракал вафлями, когда ему пришла идея использовать текстуру блюда для изготовления подошвы кроссовок. Вафельные подошвы увидели свет в 1972 году во время Олимпийских легкоатлетических испытаний в Юджине. 72. Кабаны моют пищу перед едой. По данным National Geographic, однажды смотрители швейцарского зоопарка Базеля стали свидетелями того, как взрослые и молодые кабаны собирали песчаные яблоки и приносили их к ближайшему ручью, чтобы вымыть перед едой. Несмотря на то, что некоторые продукты они все же не обрабатывали, как люди, например, сахарную свеклу, кабаны приносили в ручей целую курицу. Один эколог назвал такое поведение элитным. 73. Раньше бейсбольные судьи сидели в креслах-качалках. Люди играют в бейсбол с середины 19 века. Когда игра только-только зарождалась, судьи сидели в креслах-качалках, которые располагались в 6 метрах от домашней базы. А в 1878 году Национальная лига объявила, что домашние команды должны платить судьям по $5 за игру. 74. Первый коммерческий пассажирский полет длился всего 23 минуты. Такие факты заставляют задуматься о том, как далеко мы продвинулись. Сегодня 23-минутный полет может показаться пустой тратой денег, но в 1914 году Абрам Фейл заплатил за него $400, $8500 на сегодня. Он летел между Сент-Питерсбергом и Тампой, флоридскими городами, которых отделяет друг от друга всего 33 километра воды. Единственными пассажирами на борту были Фейл, бывший мэр Сент-Питерсберга, и пилот Тони Янус. Этот знаменательный полет проложил путь к передвижению по воздуху в таком виде, в каком мы его знаем сегодня. 75. Первый в мире роман закончился на середине предложения. Повесть о Гэндзе, написанная Мурасаки Сикибу в XII веке, считается первым в мире романом. После прочтения 54 тщательно продуманных глав, читатель внезапно останавливается на середине предложения. По мнению одного переводчика, именно такой и была задумка автора. Другие считают, что в романе не хватает нескольких страниц. 76. Чемпион мира по скреблу на французском, тот же эрудит, не говорит по-французски. Уроженец Новой Зеландии Найджел Ричардс выучил наизусть весь французский словарь Scrabble, который насчитывает 386 тысяч слов. За 9 недель, чтобы заслужить свой титул, он трижды побеждал в чемпионате мира по скреблу в Англии, 5 раз в США и 6 раз на турнире UK Open Scrabble. Все это произошло через 20 лет после того, как Ричардс впервые сыграл в Scrabble, тогда ему было 28 лет. 77. Однажды женщина вызвала полицию, когда обнаружила, что на ее мороженом слишком мало посыпки. Полиция Уэст-Мидлендса в Англии опубликовала запись, на которой женщина позвонила в службу 999, британская версия службы 911, потому что на одной стороне были кусочки, а на другой нет. Еще больше она расстроилась, когда продавец мороженого не захотел вернуть ей деньги. 78.
Рис бренда Uncle Ben's сбрасывали по воздуху войскам во время Второй мировой войны. Немецкий химик Эрих Хуценлауб изобрел процесс пропаривания риса, который сохранял в крупе больше питательных веществ, но в то же время сокращал время ее приготовления. У способа Хуценлауба было еще одно неожиданное преимущество – он останавливал заражение насекомыми. Блюдо быстрого приготовления, да еще и без клопов, было настоящим подарком для солдат в военное время, поэтому переработанный рис, так его называли, сбрасывали по воздуху американским и британским войскам. После войны компания была переименована в оригинальный преобразованный бренд риса «Дяди Бена», и уже в 1947 году продукт появился на прилавках. 79. Британская империя была крупнейшей империей в мировой истории. Согласно мировому атласу данных, империя – это группа наций или людей, находящихся под властью могущественного правительства или императора на территории большей, чем королевство. В 1920-е годы Британская империя была самой могущественной, под ее властью находилось более 23% населения мира. Это около 34 миллионов квадратных километров. 80. Южноамериканские речные черепахи говорят в своих яйцах. У черепах нет голосовых связок, а уши находятся внутри, поэтому ученые полагали, что животные глухие и не общаются с помощью звуков. Однако исследования показали, что на самом деле черепахи коммуницируют на чрезвычайно низкой частоте, которая звучит как щелчки, кудахтанье и улюлюканье. Все это можно услышать только через гидрофон, микрофон, используемый под водой. Эти звуки исходят даже из яйца до того, как вылупится животное. Исследователи предполагают, что такие разговоры помогают одновременно вылупляться всем братьям и сестрам. 81. Сначала пенициллин называли соком плесени. Александр Флеминг был одним из тех ученых, которые случайно совершили научный прорыв. В 1928 году бактериолог оставил чашку Петри в своей лаборатории и ушел в отпуск, а когда вернулся, то обнаружил, что некоторая жидкость вокруг плесени убила бактерии. Так он получил первый в мире антибиотик. Но прежде чем наречь его пенициллином, Флеминг назвал его соком плесени. 82. Первую детскую коляску везла коза, а также собака или пони, но только не родители. Уильям Кент, ландшафтный архитектор, изобрел первую коляску для третьего герцога Девонширского в 1733 году. К середине XVIII века приспособления для перевозки детей все еще были неустойчивыми, зато у них появились ручки, и теперь родители, а не животные, могли катать своего ребенка. 83. 20 мая 1873 года – день рождения синих джинсов. Согласно веб-сайту Леви Стросс, именно в этот день Левай Страус и Джейкоб Дэвис, изобретатели прочных синих джинсов, которые мы все любим, получили патент на процесс добавления металлических заклепок к мужским джинсовым рабочим брюкам. До 1960 года изделия назывались комбинезонами, и только потом бэби-бумеры прозвали их джинсами. 84. На дне Балтийского моря были найдены бутылки с игристым вином 170-летней давности. По оценкам New Scientist, бутылки с игристым перевозили из Германии в Россию в 1800-х годах, а потом они опустились на морское дно. Оказывается, эта среда с температурой от 2 до 4 градусов Цельсия – отличное место для выдержки вина. Энологи, люди, изучающие вино и виноделие, попробовали находку и сказали, что иногда в напитке чувствовался сырный привкус, прослеживались животные нотки и даже элементы мокрых волос. Сомнительное удовольствие. 85. Львиный рык МГМ – зарегистрированный товарный знак. В начале любого фильма, снятого студией Метро-Голдвин-Мейер, на зрителей рычит культовый лев. И хотя за все это время МГМ пережила несколько вариантов, звук рыка всегда был одним и тем же. А в 80-х годах компания зарегистрировала торговую марку, звуковой знак в ведомстве по патентам и товарным знаком США. 86.
Волосы Нила Армстронга были проданы в 2004 году за $3000. По данным NBC, удачливый покупатель Джон Резников занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию волос исторических знаменитостей. А не слишком удачливому парикмахеру Марксу Сайзмору, который стриг Армстронгу волосы, адвокаты астронавта угрожали судом за то, что он нарушил закон Огайо, защищающий права известных людей. Сайзмор отказался платить штраф, а Резников сказал, что не вернет волосы, но пожертвует $3000 на благотворительность. 87. Раньше ирландские бары закрывали в День Святого Патрика. Сегодня День Святого Патрика прочно ассоциируется с обилием выпивки и зеленого цвета. Но до 1961 года в Ирландии действовали законы, запрещавшие открывать бары 17 марта. Поскольку праздник выпадает на период Великого Поста, в стране с преобладанием католиков, идея запоя казалась слегка аморальной. 88. Никола Тесла ненавидел жемчуг. Тесла – европейский инженер-электрик, который подготовил почву для создания генераторов и двигателей для современных систем. Лишь благодаря его изобретениям электричество передается и превращается в механическую энергию. Интересный факт о великом изобретателе – он презирал жемчуг. Настолько, что однажды он отправил свою секретаршу домой, когда увидел ее в жемчужных украшениях. 89. Томас Эдисон – причина, по которой вы любите видео с котиками. Благодаря изобретению Эдисоном кинематографа, в 1892 году он впервые смог записывать движущиеся изображения. Он снимал короткие клипы в своей студии под названием «Блэк Мария». В его некоторых короткометражках изображены известные люди, например, Энни Окли и Баффало Билл, но настоящими звездами стали боксерские коты. 90. Однажды Брэд Питт получил ироничную травму на съемочной площадке. Во время съемок Трои по роману Гомера «Илиада», где Питт сыграл отважного греческого героя Ахиллеса, актер повредил ахиллово сухожилие, из-за чего съемочный процесс пришлось отложить на 2 месяца. Ирония в том, что по легенде, уязвимое место непобедимого Ахиллеса – ахиллесова пята. 91. Первые тесты на беременность датируются 1350 годом до нашей эры. По данным исторического департамента Национального института здравоохранения США, согласно древнему папирусу, египетские женщины мочились на семена пшеницы и ячменя, чтобы определить, беременны они или нет. Если прорастала пшеница, это предсказывало рождение девочки. Ячмень предсказывал рождение мальчика. А если женщина вовсе не была беременна, ничего не росло. Эксперименты с этой теорией семян в 1963 году доказали, что она верна в 70% случаев. 92. У Мартина Лютера Кинга-младшего была тройка по публичным выступлениям. Все помнят Мартина Лютера как лидера движения за гражданские права темнокожих и часто цитируют его речь «У меня есть мечта», которую он произнес в 1963 году. Однако за 10 лет до своего легендарного выступления на 3-м и 2-м курсе обучения в теологической семинарии Крозера в Честере, штат Пенсильвания, он получал тройки за публичные выступления. 93. Бананы светятся синим под черным светом. Обычному глазу при нормальных условиях спелые бананы кажутся желтыми из-за органических пигментов каротиноидов. Когда бананы созревают, хлорофилл начинает разрушаться. Этот пигмент заставляет бананы светиться при ультрафиолетовом излучении и казаться синими. 94. Пчелы могут производить цветной мед. Во Франции есть биогазовая установка, которая перерабатывает отходы шоколадной фабрики Марс, где производят M&M's. Ближайшие пчеловоды заметили, что их пчелы делают мед неестественных оттенков, зеленого и синего. Представитель Британской ассоциации пчеловодов объяснил, что это происходит из-за того, что пчелы питаются сладкими отходами M&M's, что и служит причиной появления цветного меда. 95. Теннисные мячи Уимблдона хранятся при температуре 20 градусов Цельсия. Температура влияет на то,
как будет отскакивать мяч. При более высоких температурах молекулы газа внутри шара расширяются, заставляя мяч отскакивать выше. При более низких молекулы сжимаются, и мяч отскакивает ниже. Чтобы убедиться, что на турнире используются лучшие мячи, в Уимблдоне хранится 50 тысяч экземпляров. 96. Взрослые кошки не переносят лактозу. Если кормить кошку молоком, она может заболеть. Как и у некоторых людей, у взрослых кошек недостаточно фермента лактазы для переваривания лактозы из молока. Это вызывает у животных рвоту, диарею или метеоризм. Кошки переносят молоко лишь при рождении и в первые годы их жизни. 97. Глаза Альберта Эйнштейна находятся в Нью-Йорке. Они были переданы Генри Абрамсу, окулисту Эйнштейна, и сохранены в сейфе. Врач получил глазные яблоки от Томаса Харви, человека, который проводил вскрытие Эйнштейна и незаконно оставил мозг ученого себе. Врач, проводивший вскрытие Альберта Эйнштейна, не только сфотографировал и изучил мозг, но и разделил его на 240 частей и отправил их другим любопытным исследователям. 98. Папа Римский не может быть донором органов. В 1970 году папе, Бенедикту XVI, была выдана карта донора органов. Но по сообщениям The Telegraph, после того, как он стал папой в 2005 году, карта стала недействительной. Согласно требованиям Ватикана, все тело папы должно быть похоронено в целости и сохранности, поскольку оно принадлежит Вселенской католической церкви. 99. Победный гол на первом чемпионате мира по футболу забил однорукий игрок. Это был Эктор Кастро, который на первом в истории чемпионате мира по футболу в 1930 году играл за сборную Уругвая. В последней игре между Уругваем и Аргентиной Кастро забил победный гол на последней минуте. Итоговый счет 4-2 сделал Уругвай первой страной, которая выиграла чемпионат мира. 100. Самая старая игрушка в мире – это палка. Подумайте, насколько универсальна палка. Вы можете играть ей с собакой, превратить ее в световой меч, все зависит от вашей фантазии. Ее адаптивность и возраст были одной из причин, по которым Национальный зал славы игрушек США включил палку в свою коллекцию как самую старую, возможно, игрушку в истории. 101. Впервые слово «месячные» было использовано на телевидении в отношении менструации в 1985 году. Это произошло благодаря фразе из рекламы Tempex «Чувствовать себя чище значит чувствовать себя комфортнее». Это может изменить ваше отношение к месячным. А актером, вошедшим в историю поп-культуры, стала Кортни Кокс из сериала «Друзья». 102. Профессиональные американские спортсмены выступали в водевиле в межсезонье. До сегодняшних зарплат в высшей лиге профессиональные бейсболисты и футболисты часто подрабатывали в межсезонье, пишет The Atlantic. Некоторые из них, пользуясь узнаваемостью своего имени, выступали в водевилях, исполняя самые разные роли, от комедийных номеров до декламации стихов. Бейб Рут даже пел, если это можно так назвать. Откровенно говоря, многим из спортсменов не стоило выступать на сцене, но это не противоречило правилам. 103. Лимоны плавают, а лаймы тонут. Поскольку лаймы плотнее лимонов, они опускаются на дно бокала, а лимоны плавают наверху. 104. В Японии на каждые 40 человек приходится один торговый автомат. Считается, что в Японии одна из самых высоких плотностей торговых автоматов в мире. Один автомат приходится на каждые 40 жителей страны. В большинстве из них продаются различные напитки, в других – мороженое, лапша и одноразовые фотоаппараты. 105. Первым человеком, прошедшим процедуру оформления на острове Элис, стала 15-летняя девочка из Ирландии. 1 января 1892 года Энни Мур стала первым пассажиром, высадившимся на острове Элис в день его открытия. Вместе с двумя младшими братьями она прибыла в Соединенные Штаты на борту судна СС «Невада», отплывшего из Квинстауна, Ирландия, сейчас это город Копх. Еще один удивительный факт
Самым оживленным днем на острове Эллис было 17 апреля 1907 года. Следует отметить, что остров Эллис был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США, действовавшим с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954 года. 106. Когда-то люди ели мышьяк, чтобы улучшить состояние своей кожи. Вы наверняка слышали о том, что многие любимые косметические средства викторианцев содержали мышьяк, но все еще хуже. В конце XIX века на рынке появились такие продукты, как безопасные мышьяковые пластины для лица доктора Джеймса Кэмпбелла, которые можно было употреблять в пищу. Они утверждали, что избавляют от веснушек, угрей и других уродств на лице. 107. Капле воды требуется 90 дней, чтобы преодолеть весь путь по реке Миссисипи. Протянувшись на 2340 миль, река Миссисипи является третьим по величине водосборным бассейном в мире. Это длинный участок воды. Настолько длинный, что одной капли воды требуется примерно 90 дней, чтобы преодолеть всю его длину. 108. Название бренда Spam – это сочетание слов приправа и ветчина. Это один из тех интересных фактов, которые вы, возможно, думали, что знаете, но на самом деле не знали. Вопреки американской мифологии, Spam – это не аббревиатура от научно обработанное животное вещество или свиная лопатка с ветчиной, сообщает ИТР. 109. Путешествие по Транссибирской магистрали в один конец предполагает пересечение 3901 моста. Транссибирская магистраль не только самая длинная железная дорога в России, но и самая длинная в мире. Путешествие занимает 7 дней, за это время пассажиры проходят через 8 разных часовых поясов и пересекают 3901 мост. 110. Человек может использовать лишь небольшую часть воды на Земле. В школе нас учили, что большая часть, а именно 71%, поверхности планеты покрыта водой. Хотя это действительно так, люди могут использовать лишь 0,07% этой воды, сообщает National Geographic. Это связано с тем, что только около 2,5% земной воды является пресной, и лишь 1% из них доступен для использования. Остальное приходится на ледники и снежные поля. 111. Когда-то Кливленд был пятым по величине городом США. Согласно данным переписи населения США 1920 года, Кливленд, штат Огайо, был одним из самых густонаселенных городов страны, уступая лишь Детройту, Филадельфии, Чикаго и Нью-Йорку. 112. Внутри Земли достаточно золота, чтобы покрыть всю планету. Оказывается, на нашей планете или в ней довольно много золота, 99% драгоценного металла можно найти в ядре Земли, сообщает журнал Discover. Сколько же его там? Достаточно, чтобы покрыть всю поверхность Земли 1,5-метровым слоем золота. 113. Филиппины состоят из 7641 острова. Филиппины – это архипелаг, то есть группа островов, 7641 остров, если быть точным. В эту цифру не входят тысячи песчаных отмелей и других форм суши, которые появляются во время отлива. 114. Первый в мире анимационный полнометражный фильм был снят в Аргентине. Даже если вы знаете много диснеевских мелочей, вы можете предположить, что честь первого анимационного фильма принадлежит фильму Уолта Диснея «Белоснежка и 7 гномов» 1937 года. Но 20 годами ранее полнометражный анимационный фильм был снят в Аргентине. Это была политическая сатира под названием «Эль Апостол», состоявшая из 58 тысяч рисунков и длившаяся 70 минут, согласно книге рекордов Гиннесса. 115. Роговица – одна из двух частей человеческого тела, в которых нет кровеносных сосудов. Роговица – это прозрачная часть глаза, которая покрывает зрачок и другие части глаза. Хрящ и роговица – единственные виды тканей в человеческом теле, не содержащие кровеносных сосудов,
утверждают ученые из Гарвардского офтальмологического отделения научно-исследовательского института глазных болезней имени Шеппинса. 116. Части Африки есть во всех 4 полушариях. Для людей, чье образование в основном было сосредоточено на западном мире, может быть удивительно узнать, насколько огромен африканский континент. Например, он охватывает все 4 полушария и занимает более 31 миллиона квадратных километров. 117. Мертвые клетки кожи – основной компонент домашней пыли. Вот вам интересный научный факт. По данным исследователей из Имперского колледжа Лондона, каждый час человек теряет около 200 миллионов клеток кожи, и они должны куда-то деваться, когда мы находимся в помещении. Если мысль о кожной пыли вам не по душе, то знайте, что в докладе Американского химического общества говорится о том, что кожное масло под названием сквален естественным образом помогает снизить уровень озона в помещении на 15%. 118. Старейшее в мире деревянное колесо существует уже более 5000 лет. Оно было найдено в 2002 году, примерно в 19 километрах к югу от Любляны, столицы Словении, и сейчас хранится в городском музее. Для определения возраста колеса использовался радиоуглеродный метод, который позволил установить, что его возраст составляет от 5100 до 5350 лет. 119. Можно умереть, если съесть печень белого медведя. Все потому, что суточная норма витамина А для человека составляет 800-900 микрограмм, а в 100 граммах печени содержится 400 тысяч микрограмм. Если медведь съест твою печень, ты тоже умрешь. 120. Многие корейские сказки начинаются не с когда-то, давным-давно, а с фразы «период, когда тигры курили». Видимо, так давно табак был настолько дешевым, что курили вообще все. 121. В жаркую погоду нектар может забродить, а пчелы хорошенько напиться. Пьяных пчел обратно в улей не пускают. 122. Коровы мычат с региональным акцентом. 123. До изобретения лампочки люди спали в среднем около 10 часов каждую ночь, но вставали пару раз за ночь, чтобы растопить печь. 124. Покупателем взрывчатых веществ номер 1 в мире являются военные США. Номером 2 Дисней. 125. Человеческое тело может произвести достаточно углерода при кремации, чтобы сделать 200 карандашей. 126. У Мардж Симпсон должны были быть кроличьи уши под волосами, и раскрыть это планировали в конце 1-го сезона. 127. Все рыбы-клоуны рождаются самцами. Доминирующий клоун превращается в самку. Когда самка умирает, следующий доминирующий самец вступает в материнство. Да, папа Немо теперь его новая мама. 128. Некоторые пингвины-самки занимаются проституцией, совершают половой акт в обмен на камешки для строительства дома. Однако иногда они просто обманывают самца, заставляя его думать, что у них будет секс, а затем убегают, как только получают камешек. 129. Муравьи спят 250 раз в день. 130. День на Венере длится 243 земных дня, а год 224,7 земных дня. А еще Венера вращается в обратном направлении, поэтому Солнце встает на западе и заходит на востоке. 131. У человеческого глаза иная иммунная система, чем у остального тела. Если бы они знали друг о друге, глаза начали бы растворяться, поскольку наша иммунная система начала бы их атаковать. К счастью, наш мозг этого не допустит. 132. Джин номер 1 в мире – это бренд, который продается только на Филиппинах. Причем, несмотря на то, что купить его можно только на территории страны, его попросту не экспортируют, его продажи превосходят остальные бренды джина во всем мире. 133. Если ты чувствуешь запах рыбы, но поблизости никто не готовит, скорее всего какая-то техника в доме, опасно раскалена и скоро загорится.
134. Самая длинная женская борода была размером 36 сантиметров. 135. У носорогов всего 5% жира, и этот жир на подошвах их ног, что делает их практически бесшумными даже при полном спринте. Представь, что ты идешь ночью, и на тебя из ниоткуда мчится грузовик, который ты не слышишь. 136. Саддам Хусейн написал эротический роман. По крайней мере, ему приписывают авторство книги под названием «Забиба и царь». 137. Почти у всех корейцев есть генетическая мутация, из-за которой они не чувствуют запаха тела. В том числе из-за этого тебе будет трудно найти дезодорант в большинстве магазинов, его просто не продают. 138. Беговая дорожка на самом деле была орудием наказания в тюрьмах. Выражение «танцевать на шаговой мельнице», так называли прообраз беговой дорожки, означало отбывать наказание на каторге. В 1902 году шаговую лестницу признали негуманной и запретили ее использование. Спустя 11 лет Генри Форд немного изменил конструкцию шаговой мельницы и превратил ее в транспортер. 139. Когда древние люди нашли скелеты медведей, они подумали, что это были гуманоиды, решили, что это скелеты полубогов, и перезахоронили их с оружием и доспехами. 140. Слово «спагетти» имеет единственное число, которое звучит как «спагетта». 141. В Древней Греции женщины считались вывернутыми наизнанку версиями мужчин. 142. Если съесть полкило миндаля, можно отравиться цианидом. 143. Знакомо то чувство, когда твой язык болит и покалывает после того, как ты съешь ананас. Дело в том, что в ананасе есть фермент, который переваривает другие белки. Так что когда ты ешь ананас, ананас ест тебя. 144. Древний царь Митридат так боялся быть убитым, что пил небольшое количество яда каждый день, пока не выработал иммунитет ко всем ядам, известным человеку. Когда римляне вторглись в его королевство и победили его, он попытался отравить себя, чтобы не попасть в плен. Но поскольку он так привык к ядам, это не сработало. К счастью, у него был личный слуга, который, выполнив его приказ, заколол Митридата мечом. 145. Французский писатель Жорж Перек написал целый роман, не используя букву «и». Жильбер Адер перевел его на английский язык, не используя букву «и». Перек написал следующий роман «Les Revenants», в котором используется только гласная буква «и». 146. В 2019 году, спустя более 3000 лет после того, как он был похоронен, Тутанхамон был извлечен из захоронения. Исследователи хотели восстановить захоронение перед открытием Большого египетского музея в 2020 году, но открытие было отложено из-за пандемии COVID-19. 147. В Нью-Мексико, на участке шоссе 66, есть дорога, которая играет песню «Прекрасная Америка» всякий раз, когда по ней проезжают машины. Но есть одна загвоздка: чтобы услышать песню, водители должны превышать ограничение скорости 45 миль в час. 148. Прежде чем стать фронтменом Queen, Фредди Меркьюри звали Фаррух Булсара. Он родился на Занзибаре в 1946 году, в школе-интернате его звали Фредди, а позже он выбрал Меркьюри после песни королевы «Мой король-фей». 149. При весе до 170 грамм при размахе ног, почти в 30 сантиметров, птицеед Голиаф является самым большим пауком в мире по массе. Но даже несмотря на то, что его яд смертельно опасен для маленьких существ, он не способен причинить вред человеку. 150. Черный пианист по имени Дэрил Дэвис убедил сотни белых сторонников покинуть Ку-Клукс-Клан. Дэвис работал над улучшением межрасовых отношений, разыскивая членов Ку-Клукс-Клана, вступая с ними в диалог и заводя дружбу. 151. Прежде чем стать знаменитым шеф-поваром, любящим французскую кухню, Джулия Чайлд была шпионкой. Во время Второй мировой войны Чайлд
работала на предшественника ЦРУ и даже разработала рецепт отпугивателя акул для защиты офицеров ВМС США. 152. Японский краб-паук может похвастаться размахом ног до 400 см и весом 18 кг. И еще один интересный факт об этом гигантском ракообразном заключается в том, что в подходящей среде он может дожить до 100 лет. 153. В 1971 году 17-летняя Джулиана Кёпке упала с высоты 10 тысяч футов с самолета после удара молнии. Невероятно, но Кёпке не только пережила падение, но и сумела выжить в течение 11 дней в одиночестве в перуанских тропических лесах, пока ее наконец не спасли местные жители. 154. Чемпион мира по боксу Мухаммед Али однажды остановил мужчину, который собирался совершить непоправимый поступок создания. Рядом с его домом Али поспешил на место происшествия и убедил его не делать этого. 155. Хотя возраст превратил египетские пирамиды в тот же цвет, что и окружающая пустыня, когда-то они были потрясающе белыми благодаря известняку. 156. Кошмарная тигровая рыба-голиаф может вырасти до размеров взрослого человека. И еще один интересный факт об этом существе заключается в том, что у него есть зубы длиной около 2,5 см. 157. Дым от террористических атак 11 сентября поднимался так высоко и так широко, что астронавты на Международной космической станции могли его видеть. 158. Человек, который изобрел водяной пистолет Супер Саукер, черный предприниматель и бывший инженер НАСА по имени Лони Джонсон. Его знаменитое творение в итоге собрало более $1 миллиарда. 159. Как частично прозрачные животные, стеклянные лягушки имеют прозрачные животы, это означает, что люди могут видеть большую часть их органов невооруженным глазом. 160. Гигантские птицееды мирно сосуществуют с крошечными лягушками, на которых они полагаются, чтобы защитить свои яйца от муравьев. Взамен лягушки пользуются защитой, которую пауки обеспечивают от более крупных хищников, таких как змеи. 161. У Сальвадора Дали были домашние муравьеды, которых он часто выгуливал на публике, а однажды он даже привел одного из них на ночное ток-шоу. 162. В те времена, когда развод было трудно получить, англичане иногда предпочитали вместо этого продавать своих жен. Практика продажи жен в Англии началась в 17 веке и продолжалась до середины 19 века. 163. Одна из самых больших летучих мышей в мире, гигантская летучая лисица с золотой короной, имеет размах крыльев около 167 сантиметров. Но хотя она может выглядеть пугающе, она совершенно безвредна для людей. 164. Хотя Никола Тесла больше всего известен как выдающийся изобретатель, в старости он поддался ряду странных навязчивых идей. Он влюбился в числа 3, 6 и 9 и однажды признался в любви к голубю. 165. Аутичный британский художник по имени Стивен Уилтшир может рисовать целые города по памяти, даже если он видел их всего несколько минут. 166. В 1975 году Чарли Чаплин участвовал в конкурсе двойников Чарли Чаплина и занял 3-е место. Судьи, возможно, были сбиты с толку его голубыми глазами, которых они не видели в черно-белых фильмах. 167. Во время Второй мировой войны Джордж Буш едва избежал пленения японскими солдатами. Его самолет был сбит, и он смог уплыть в безопасное место, но его сослуживцы были схвачены, а некоторые были уничтожены. 168. Гавайская пицца была изобретена не на Гавайях или гавайцем. Она была создана Сэмом Панополосом, греческим иммигрантом, живущим в Канаде, который в 1960-х годах сделал смелый выбор и выложил ананас на пиццу. 169. Первая известная женщина-татуировщица в Соединенных Штатах, Мот Вагнер,
была артисткой цирка, которая поражала публику в начале 20 века. Хотя в то время татуировки часто ассоциировались с венерическими заболеваниями, Вагнер гордо носила ее и делала татуировки любопытным зрителям. 170. Во время пребывания в Антарктиде в 1961 году врач по имени Леонид Рогозов понял, что ему срочно нужна аппендэктомия, но там не было никого, кто мог бы сделать ему операцию. И он выполнил ее на себе сам. 171. В 1986 году авария на атомной электростанции в Чернобыле разрушила целый регион на территории современной Украины. Но в 2007 году ученые обнаружили, что штаммы грибов поглощают радиацию в процессе, называемом радиосинтезом. 172. Японский дипломат, находившийся в Литве во время Второй мировой войны, помог более чем 6 тысячам польских и литовских евреев, бежавших от преследования нацистов, покинуть страну, выдавая без разрешения из Токио транзитные японские визы, по которым был возможен выезд на Дальний Восток через территорию СССР. 173. Коренным американцам не было гарантировано право голоса в каждом штате Соединенных Штатов до 1962 года. 174. Мужчина однажды провел почти 6 месяцев в тюрьме за преступление, которое он не совершал, пока кадры из американского телешоу «Умерь свой энтузиазм» не дали ему алиби. 175. Ольмская саламандра может оставаться совершенно неподвижной в течение 1000 дней, рекорд – 2569 дней, и может дожить до 100 лет. 176. В 536 году нашей эры таинственный туман покрыл большую часть мира тьмой на 18 месяцев. Ученые считают, что это явление могло быть вызвано мощным извержением вулкана в Исландии. 177. Американский пес по имени сержант Стаби прославился во время Первой мировой войны своей способностью утешать раненых солдат и чуять ядовитый газ. Однажды он даже якобы захватил в плен немецкого солдата. Самый титулованный пес Первой мировой войны, сержант Стаби, позже встретился с 3 президентами США. 178. Хотя Афганистан называют одной из стран с наихудшим положением женщин, когда-то Афганистан был довольно либеральным местом. В 1960-х годах женщины ходили в колледжи и носили мини-юбки, прежде чем годы войны разорвали страну на части. 179. 2000-летняя китайская мумия по имени Синь-Чжуи, или Леди Дай, настолько хорошо сохранилась, что в венах покойной была найдена кровь, внутренние органы сохранились так, как будто смерть наступила всего несколько недель назад, суставы сохранили способность к движению, а кожа так и осталась эластичной. 180. Знаменитые статуи с гигантскими головами на острове Пасхи также имеют огромные тела, зарытые глубоко под землей. 181. Один японский солдат продолжал сражаться во Второй мировой войне в течение 29 лет после окончания конфликта. Поскольку он считал, что война все еще продолжается, Хироа Онода не покидал джунгли Филиппин до 1974 года, когда его командир, ставший продавцом книг, сказал ему сложить оружие. 182. Сделав ставку в баре, пилот-любитель по имени Томас Фицпатрик успешно приземлился на оживленной улице Нью-Йорка. И когда другой собутыльник ему не поверил, Фицпатрик повторил это снова. 183. Так называемый арийский ребенок с плаката, использованный в нацистской пропаганде, на самом деле был еврейской девушкой по имени Хесели Винсент Тафт. Фотограф, который сделал снимок Тафт, в шутку отправил его на конкурс арийской красоты журнала. 184. Теодор Рузвельт был известен своей непреодолимой энергией и решительным духом. Но он был ничем по сравнению со своей дочерью, Алисой Рузвельт Лонгвард. Интересно, что она иногда носила в сумочке змею, кинжал и копию Конституции. 185.
Советская снайперка, женщина по имени Людмила Павличенко, уничтожила более 300 нацистов во время Великой Отечественной войны. 186. Ученые в Израиле использовали семена 2000-летней давности, найденные рядом со свитками Мертвого моря, для выращивания финиковых деревьев, и это действительно сработало. 187. Ательер из Нью-Йорка по имени Джордж Болт однажды построил на острове замысловатый замок для своей жены Луизы и даже придал острову форму сердца. Но когда Луиза неожиданно скончалась, он полностью отказался от проекта, и Болтский замок десятилетиями оставался пустым и ветхим. 188. Женщины-самураи и Леона-Бугейша были такими же свирепыми и могущественными, как и их коллеги-мужчины, и воевали они до XIX века. 189. Портной по имени Франц Райхельд, родившийся в Австрии, попытался продемонстрировать свой новый летающий костюм, спрыгнув с Эйфелевой башни в 1912 году. Это не сработало, и Райхельд трагически погиб. 190. После того, как 67-летняя Мэри Ризер была найдена во время пожара в доме, некоторые заподозрили, что она действительно погибла от самовозгорания человека. 191. 60 миллионов лет назад грозная змея по имени Титанобоа терроризировала джунгли Южной Америки. Громадная змея могла вырасти до 1,5 метра в длину и, вероятно, весила чуть больше тонны. 192. Брюс Ли мог нанести быстрый удар. Некоторые источники даже утверждают, что он наносил удары со скоростью 190 км в час. Правда это или нет, но удары Ли были настолько быстрыми, что ему даже пришлось замедлить их для пленочных фотоаппаратов. 193. В высокогорных лесах Непала водятся гигантские пчелы. Их длина может достигать 2,5 см. Эти пчелы производят особый мед, который может вызывать галлюцинации. Гурунги, живущие в этой части Гималаев, собирают этот галлюциногенный мед. 194. Когда «Титаник» начал тонуть, многие пассажиры третьего класса застряли под палубой. Там их держали стюарды в ожидании инструкций, и большинство спасательных шлюпок покинули судно к тому времени, когда их выпустили. 195. В 1939 году американский композитор и пианист Эрл Уайлд дал первый в мире концерт, который транслировался в прямом эфире по телевидению. Спустя 58 лет его выступление стало первым онлайн-концертом в интернете. 196. Зевота охлаждает мозг. Исследования, проведенные в Венском университете, показывают, что зевота может играть важную роль в охлаждении нашего мозга. Однако зевота для охлаждения мозга не работает, когда внешняя температура такая же высокая, как и температура тела, объяснил Йорк Массин, ведущий автор исследования. 197. Хотя каждую секунду на Земле рождается 4 младенца, по оценкам, одновременно умирает около 2 человек. Это означает, что 105 человек умирают каждую минуту, 6316 человек каждый час, 151 600 человек каждый день и 55,3 миллиона человек в год. 198. Глобальный уровень грамотности взрослого населения составляет около 86%. По данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, с каждым уходящим поколением все больше и больше людей учатся читать. Данные показывают значительное повышение уровня грамотности среди молодежи и неуклонное сокращение гендерного разрыва. 50 лет назад почти четверть молодежи не обладала базовыми навыками грамотности по сравнению с менее чем 10% в 2016 году. 199. Только у 2 стран на флаге фиолетовый цвет. На флаге Никарагуа изображена радуга в центре с фиолетовой полосой, а на флаге Доминики изображен попугай, птица с пурпурными перьями. 200. В мире есть только 3 страны,
которые не используют метрическую систему. Для простоты большинство из более чем 200 стран мира используют метрическую систему для описания таких вещей, как длина и вес. Однако выделяются 3 страны – Либерия, Мьянма и США. На этом я бы хотел закончить это видео с 200 интересными фактами почти обо всем на свете. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Животные избегают линии электропередач, потому что боятся ультрафиолетовых вспышек, невидимых человеческому глазу. Кстати, из всех млекопитающих мира ультрафиолетовые лучи не видят только люди и обезьяны. Вот такими у нас получились 200 интересных фактов почти обо всем на свете. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.